Всем hello, вы на канале Мой Флакон, меня зовут Слава. Сегодня я расскажу про нишевую парфюмерию, именно с чего я начинал свою коллекцию нишевых ароматов, и именно про бренд Назамата. Я так думаю, что многие слышали про этот бренд Назамата и не знают, что это вообще такое. Бренд Назамата был основан в 2007 году в городе Амстердам итальянцем Алессандро Гуалтьери. И он очень неординарная личность. Он сам создает ароматы для своего дома. У него два бренда. Один Назамата, а второй Орто Паризи называется. И я на следующей неделе планирую записать видеоролик про Орто Паризи. Так что подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать наши новые видео. Вот. И вообще шагнул я в нишевую парфюмерию. И мой самый первый флакон был Black Afghan. Конечно же, что же еще? Вот так выглядят у них флаконы. У них деревянные крышки. И крышки практически размером сам флакон. Black Afghan – это сорт каннабиса. И, конечно же, здесь есть нота каннабиса. И для меня этот аромат просто открыл дверь в мир необычной парфюмерии. Он мне пахнет... Он очень классно пахнет с крышки. Крышка такая деревянная, обожженная. И вот немного пахнет вот самой этой крышкой, то есть какими-то шпалами железнодорожными. Он пахнет также шоколадом, немного таким гурманским шоколадом. И пахнет шоколадно-кофейно, копчено и сигаретно. И вот это все в одном флаконе. И это просто прекрасно пахнет. Нанесу на блотер, чтобы... Я им очень часто пользовался, так как это было вообще для меня открытие нишевого дома. И да, люди разделились на два лагеря, которые мне делали комплименты. Кому-то нравится этот аромат, кто-то вообще не выносит его. Мне много говорили, что ты на себя нанес, это пахнет неприятно, это пахнет... После тебя надо просто проветривать помещение, открывать все окна. Вот так говорили люди. Я такой говорю, I'm sorry, мне нравится, это ваши проблемы, как бы. Если я наношу на себя аромат любимый, который я хочу, мне пофиг мне пофиг, я хочу этим пахнуть, и если тебе не нравится, отдались, и все. Вот, короче, этот аромат, который может не всем понравиться, да, вот, то, что хотел я донести. Вот. Следующий аромат, и вообще все ароматы, которые у меня в коллекции, я их все обожаю, все я их очень люблю. Я бы рассказал про Пардон. Вот Пардон, вот так выглядит флакон. Такая зеленая жидкость. У него также деревянная крышка такая. Вот. Это, наверное, аромат, про который я бы никогда не хотел говорить, то, что он у меня есть. Почему? Он собирает миллионы комплиментов. Я очень много на этот аромат собрал комплиментов. Он очень деликатный, он пахнет очень дорого. То есть это сразу видно, что это дорогой парфюм на вас. Кстати, еще хотел бы добавить, что все ароматы у Назамата концентрация духи. То есть они будут очень стойкие, диффузные, большим шлейфом. И все ароматы у Назамата очень, как сказать, у них есть ДНК, вы сразу поймете, что это назаматовские ароматы. То есть это не объяснить, это вот искусство парфюмерии 21 века. Я считаю, что Алессандро Гуалтьери просто создает какие-то шедевры в мире парфюмерии, и они не похожи на вообще другие бренды. И это какой-то артхаус. Просто есть вот художники, да,
классический, там, пейзажисты, а это просто парфюмер 21 века, артхаусный, который необыденный, он как будто обыденность показывает, что я могу создать такое, то, что такое, как сказать, провокационное, да, провокационный аромат у него. И вы, когда будете в магазине, если встретите этот бренд Назамата, вы, возможно, встретите рядом такой клубок ткани, таких платочков. Там будут нарисованы разные картинки с изображением флаконов. Какие-то там будут люди, животные, что-то, какие-то там, не знаю, растения. Вы обязательно нанесите на платочек этот аромат, да, ну, любой, который вам там понравится. И вы можете уйти с этим платочком. Это такой комплимент за то, что вы ознакомились с ароматом Назамата. Ну, это прикольно. И вот эти все картинки, они такие тоже какие-то артхаусные, очень прикольные, провокационные. Там даже есть очень много провокационного. Ну вот, я отдалился от этого запаха. И когда меня спрашивают, что же на мне, и мне несколько раз задавали вопрос на этот аромат, я говорил то, что, я не помню. Я не хочу, чтобы он был популярен, этот аромат, потому что он просто шедеврально звучит. Это шедевр парфюмерного искусства. Это уже второй флакон у меня. Я изначально покупал от Левант этого аромата, пардона. И он звучит... Здесь очень красивые, дорогие пачули. Тоже есть какая-то гурманика типа шоколада. Очень благородное дерево. Очень такое вот, как вот сама эта крышка. Пахнет таким дорогим, очень породом древесины, какой-то дорогой, роскошной мебелью. Он вообще на все случаи жизни. Вы можете его нанести и на работу, и на учебу, и там на праздники. Я ни одного не получил отрицательного отзыва на этот аромат. Он прекрасен, он крутой, шедевр. Все. Могу петь оды бесконечно. Вот. Следующий аромат, который я хотел бы рассказать, это называется Бараонда. Вот такой у него флакон. Такая как пробка винная. И я с этим ароматом очень долго все знакомился в магазине. Буквально где-то, наверное, год. Я все вокруг да около ходил. И все. Это, кстати, не дешевые ароматы, я хочу сказать. Здесь 30 миллилитров. И это порядка дороговато стоит. Ну, вы можете загуглить, сколько... Я не знаю, какой сейчас курс и какие сейчас цены на этот бренд. Но это дорого. И обязательно надо с ними знакомиться. Вот этот аромат, он очень алкогольный. Не зря здесь пробка, да, на крышке. Он пахнет, знаете, вот каким-то... я не знаю, бруском дерева, на которое пролили вино, виски, там, коньяк, возможно. И вот это дерево, оно пропиталось вот этими всеми алкогольными нотами. Или вот такая еще картинка, дубовая бочка, и там настаивается виски. Вот этим пахнет, дубовыми бочками, виски. Со временем он раскрывается в такую немного гурманскую тематику. Он пахнет немного медово, сладко и чайно. Здесь скорее чайная роза заявлена. И он стойкий, еще он такой немножко густой, очень такой, как сказать, спертый. Он... Много пшиков нельзя делать, иначе вы убьете все вокруг живое. Ну, хороший. Мне он нравится, я его периодически наношу под настроение. И он больше, я считаю, на холодное время года. Такой более теплый. Вот. Следующий аромат. Это называется Absent. И
Здесь вот такая тоже деревянная крышка, такая более светлая. Чем же мне он пахнет? Конечно, это как бы абсент, это алкогольный, да, напиток, но алкогольным напитком мне он вообще не пахнет. Он мне пахнет почему-то больше полынью, из чего делают сам абсент. И он очень зеленый, и полынь здесь очень натуральная. У меня такая картина, вот степь, такая большая степь, сухая, такая под жарким солнцем. Там очень много растет травы зеленой, то есть там не только полынь, там полынь. И вот вы идете, и ваши ноги, руки, вы задеваете эту траву полынь. Она остается на вашей коже, на вашей одежде. И полынь, она, когда вы только ее... Вот так она сильно не пахнет, да, вот если вы к ней подойдете. Но если вы ее тронете, ее стебель, листья, она издает такой очень сильный, диффузный, зеленый, такой горьковатый аромат. И вот этим вот абсент он пахнет таким горьким, травянисто-полынным запахом. Я вообще здесь не чувствую ноту алкоголя, полыни. Не знаю, он больше для меня летний аромат. Я его вот часто наношу летом именно. Такая больше картинка вот этой степи летней, солнечной. И он, единственный минус у этого аромата, он не особо стойкий. Несмотря на то, что это все концентрация духи, мы как знаем, что не все духи даже могут быть стойкие. И вот 2 часа, и все. И он слетает, он становится тихим, его надо будет обновлять. Ну, вот такой, вот, не знаю, наверное, полынь, она не... Вот, наверное, из-за того, что нота полыни не такая стойкая, не знаю почему. Вот, и последний флакон, который у меня есть, который я последний купил, называется Nudiflorum. У него такая уже крышка более округленная и такое красное дерево. И для меня этот аромат больше цветочный. Я его как-то всегда проходил мимо него, когда нюхал все вот ароматы у Назамата. Наверное, потому что меня отпугивала нота цветов. И нота цветов, здесь очень много белых цветов. И вот здесь такие хищные цветы, вот они такие вот прям охотятся на ваш нюх, на ваш нос. И в то же время очень много зелени. Здесь есть нота кожи. Я чувствую, здесь какая-то есть нота кожи. Также здесь есть нота сигарет. Здесь вот какая-то дымность, именно дымность дымных сигарет. Не табака, а дыма. И он в какой-то мере очень для меня сексуальный аромат. Он очень секси, он очень стойкий, он очень диффузный. Я так думаю, что это какой-то афродизиак. Со временем он на вашей коже такой вот шлейф, за которым хочется просто идти за этим человеком, не отрывать от него нос. И он в какой-то степени возбуждает. Для меня это как афродизиак. Действует, я не знаю. Очень такой секси аромат. Наверное, я бы его включил один из самых сексуальных ароматов, которых я знаю. Прекрасно, очень классно пахнет. Крутой. Вот. И еще хотел бы сказать, у Назамата каждый аромат выходит, это как такое, знаете, громкое событие в парфюмерной среде. Выходит какой-то новый аромат, а старый они какой-то убирают. Вот. И я стараюсь вот накоплять потихонечку всю коллекцию этого дома Назамата. Вот. Расскажите, пожалуйста, в комментарии, какие вы используете флаконы, ароматы от дома Назамата. Расскажите вообще ваши ассоциации с этим брендом. Любите ли вы вообще этот бренд? Поставьте лайк этому видео, если было интересно. Подписывайтесь. И желаю вам хорошего настроения, классно, круто, сексуально пахнуть. И всем удачи. Goodbye.